Здравствуйте, мои дорогие овны! Приветствую вас на канале. Сегодня у нас прогноз на июль 2024 года. С чем вы заходите в июль? Два старших аркана, две мощные энергии – это Солнце и Отшельник. О чем они говорят? Они говорят о прозрении, они говорят о том, что вас начинают, уже начали. И дальше будет продолжаться распаковка тех знаний, которые скрыты в вас внутри. То есть это говорит о многом. Это говорит о том, что у вас начнется распаковка. Вы по-новому начнете воспринимать себя, те события, которые происходили в вашей жизни. И по-новому, из нового восприятия вы начнете смотреть на свое настоящее и на свое будущее. Здесь вполне вероятно у большого количества овнов будет пересмотрена цели и задачи на ближайшее и дальнейшее будущее. То есть здесь будет переосмысление, переоценка того, куда вы шли, чего вы хотели и причины, почему вы этого хотели, почему вы туда шли, что вы там хотели найти. То есть здесь очень интересный процесс, и этот процесс, он больше внутренний процесс, нежели внешний. Но поскольку мы находимся уже в новом времени, в новых энергиях, то это в любом случае будет сопряжено с внешними событиями, которые будут способствовать вот этому вашему процессу. То есть все внешнее, оно, как правило, способствует внутреннему процессу и отражает внутренние процессы. Вот июль это про это, но июль будет очень интересным в плане самоощущения. Это не эмоции. Здесь у вас раскроются некие чувства, но эти чувства, они будут глубинные, они будут какие-то настоящие, они будут немного непривычные и, можно сказать, необычные для вас. Но это будет вам нравиться. То есть здесь будет для вас очень много открытий в вас самих. Что они показывают на июль? Верховная жрица и восьмерка мечей. О чем они говорят? Здесь по Верховной жрице, опять-таки, они говорят о тех знаниях, о той мудрости, о той силе внутренней, которой вы обладаете, которая в вас сокрыта, что она будет распаковываться и будет вам показывать то, что на самом деле ограничений никаких нет. Нет никаких ограничений. Вот даже если мы посмотрим на эту карту, то мы увидим, что ограничений нет. В любом случае обойти эти воткнутые мечи не представляет никакой, в общем-то, никаких трудностей. И обретение внутренней свободы. Вот о чем она говорит. Но это будет опять идти через внутренний конфликт. Через тот конфликт, который, в общем-то, будет у вас происходить внутри. То, что будет способствовать вашему внутреннему росту. Как бы там ни было, это вы будете отмечать, это вы будете замечать, и это вам будет очень нравиться. Что они еще показывают? Вот здесь вот повешенный и десятка чаш. Эта пара говорит о том, что вы стоите на пороге некого счастья, наполнения по десятке чаш, и в настоящих энергиях, в настоящих реалиях это полноценность, это самодостаточность
которая выплескивается наружу. Самодостаточность – это в плане самоощущения. То есть это такая полнота, которая переполняет вот этой какой-то нежностью, чувствами, но те, которые живут внутри. Это не эмоции, это не какое-то там безумное веселье, это не радость, это там не фонтанирование непонятно чем. Нет, это про чувства более глубокие, которые вы по-настоящему начнете ощущать и оценивать. То есть вы их начнете как бы идентифицировать, что ли, для себя, внутри себя. Влюбленные и шестерка мечей. Обретение истинного партнерства. Здесь может идти речь как о партнерстве личном, да, то есть это в плане личных отношений, мужчина-женщина. Это может идти речь о партнерстве истинном по работе, по каким-то замыслам, единомышленники. А у кого-то это вообще полноценно, вообще в целом. И в отношениях личных, и в отношениях рабочих, профессиональных, деловых, и в отношении там развлечений, хобби, увлечений каких-то, да. То есть у кого это как. У кого-то это может быть вообще действительно полный переворот, полноценно. То есть здесь может идти речь о том, что вы в какой-то момент начнете менять свое окружение. Но как такового здесь перемены в окружении я не вижу. Я не помню, что нам говорили на июнь месяц. Но в любом случае вы будете это ощущать, потому что ваше самоощущение, оно станет иным. А на это иное самоощущение к вам будут приходить совершенно другие люди. Те, которые соответствуют этому новому самоощущению. В любом случае, я вам скажу, что вы будете кайфовать от этого самоощущения, вам это будет очень нравиться. Но вы будете это отмечать, то есть это не пройти мимо, потому что это будет слишком явно, чтобы это не замечать. Дополняющие карты, они говорят о том, что в июле месяце здесь может у кого-то завязаться, но здесь даже как-то это плоско звучит, завязаться роман, да, это не просто роман, это как бы соприкосновение с человеком родным, близким духовно, и это будет как-то неожиданно. Нельзя опять-таки сказать наваждение. Вот обычные слова, они кажутся вот в этом контексте какими-то плоскими, топорными и грубыми, что ли. Здесь немножко не про это. Здесь про близость духовную, сердечную. Здесь про нежность, причем очень, опять-таки, необычную, несвойственную, да, то есть то, что вы не испытывали или то, чего у вас не было. Еще вот знаете что, здесь вот по повешенному, почему здесь еще вышел повешенный, потому что то, что с вами будет происходить, ваше внутреннее пойдет вразрез вашему уму, и поэтому здесь вы сами можете тормозить свои процессы, потому что ваш ум будет говорить вам, что ну такого не бывает, что я там себе что-то придумал, что это ну какие-то там фантазии, сказки, что такого не может быть.
Ну почему не может быть? Ваш ум, он всегда найдет вам, что подкинуть, почему такого не может быть, почему ты себе это придумал. Здесь важно верить своим ощущениям, своему внутреннему состоянию, потому что по повешенному это пойдет у вас проработка. Почему ваш ум будет вам говорить, что такого не может быть? Значит, у тебя есть какие-то блоки, значит, у тебя есть какие-то страхи, комплексы, затыки и все остальное. То есть ты не готов к получению вот этого дара, вот этого подарка, да, вот этих вот полноценных взаимоотношений, вот этой полноты чувств, которая, в общем-то, и является даром, да. А, И по повешенному вас, в общем-то, как-то так немножечко притормозит и, возможно, чуть-чуть откинет назад для того, чтобы вы разобрались со своими затыками. Почему ты слушаешь свой мозг, почему ты слушаешь свой ум, который говорит тебе, что это невозможно, да? В любом случае, по влюбленным это гармонизация, и по шестерке мечей это выход туда, выход к тем, выход в то место, выход к тем людям, которые соответствуют твоим настоящим энергиям, твоим запросам, твоим задачам, с которыми ты сюда пришел. В общем, здесь много всего. Вопрос здесь в доверии и в переработке. Готов ты переступать через те вредоносные программы, которые у тебя есть. Что они еще показывают? Они показывают, что в июле месяце здесь очень интересно, здесь как будто бы неприятный будет разговор. Опять-таки разговор будет касаться работы, финансов, документов, то, что вы считаете важным. Здесь вполне возможно вопрос встанет некой дележки, либо встанет вопрос каких-то долговых обязательств. Вполне возможно, что это будет связано с некими родственными, семейными, либо партнерскими какими-то дележами, там, где вас будут, ну, как бы настаивать на том, что вы там что-то должны, что вы там что-то неправильно делаете. Собственно говоря, это будет неприятно, но это как некое хирургическое такое препарирование, в котором вы обретаете опять-таки некую свободу, да, вот здесь вот очень сильно резонирует с восьмеркой мечей, то есть в этом разговоре вот он будет являться катализатором выходу и освобождению вашему внутреннему и по шестерке мечей вполне возможно внешнему. То есть какой бы неприятный разговор не случился в июле, это будет благом для вас, это будет освобождением, хотя при этом разговоре вам будет крайне неприятно, потому что здесь будут претензии, здесь будут высказывания о том, что вы недостаточно. Вот это вот вопрос недостаточности, он возникает периодически в прогнозах, и опять-таки все они ведут к тому, что это благо для вас, это недостаточно, да, потому что вы сядете, покумекаете, подумаете, блин, какого хрена, сколько можно, вот это вот достаточно, недостаточно, такой, не такой, блин, ну уже просто надоело. И через это вы обретаете свою внутреннюю свободу, то есть вы себя отпускаете, вы перестаете гнаться за тем, чтобы быть достаточно хорошим, достаточно там, я не знаю, трудоемким каким-то, достаточно богатым или достаточно талантливым или там достаточно внимательным. У кого свое там это достаточно, да? И вы себя отпускаете, то есть вы себе как бы позволяете, вам это надоело, нас охерело, нас чертело вообще в конец. То есть вот вы придете к этому. И опять-таки здесь очень интересно. Вот они здесь показывают хронологию, причем такую хронологию я вижу впервые, во всяком случае я ее наблюдаю так впервые, потому что вот вашему освобождению как бы
поспособствует встреча, общение, либо появление в вашем, даже не окружении, в вашем поле сознания. В вашем поле сознания появление человека, которого вам дают для гармонизации. Насколько, опять-таки, вы это осознаете, как явно он будет как бы проявлен, этот человек, это у всех по-разному. Но дело в том, что этот человек, когда в нашем поле кто-то появляется, хотим мы или не хотим, осознаем или не осознаем, мы все взаимосвязаны. И те, кто к нам приходит, они привносят свою энергию, они привносят свои программы, они привносят свои вибрации, которые мы, опять-таки, воспринимаем, которые входят в нас, проходят через нас, и мы начинаем с ними взаимодействовать. Так вот, человек, который появится в вашем поле, так или иначе, он вас, как бы, его энергии, скажем так, да, они вас направят по правильному руслу освобождения. Но в любом случае внутренние разговоры по повешенному о том, что достаточно, недостаточно, правильно, неправильно, бывает, не бывает, возможно, невозможно, вам проработать нужно будет. То есть вот так вот интересно будет. Здесь у меня свет почему-то моргает. Не знаю, в последнее время с лампой что-то происходит. И здесь как следствие, выход или уход кого-то. То есть здесь либо вы выходите из отношений, да, опять-таки, каких отношений? Личных, рабочих, там, дружеских, либо человек уходит от вас, хлопая дверью, да, что все как бы недостаточно, и я пойду туда, где, в общем-то, достаточно. Очень интересный июль будет, и он будет очень мощный, потому что те энергии, которые есть, они очень мощные, и недооценивать их ни в коем случае нельзя. Здесь точно не нужно уходить в некую депрессуху и апатию. Вот этого делать точно не нужно. Здесь в июле месяце у вас должен встать некий такой волевой столб. То есть то, что вы долго-долго в себе давили, то, что вы долго в себе гасили, оно должно как бы воспрянуть. Что они говорят как бы дают какие рекомендации, да? Ну вот они, в общем-то, и говорят, что здесь воспрянуть духом, никуда не торопясь, поразмышлять, в общем-то, понаблюдать за собой, за своими реакциями, для того, чтобы стало очевидным те манипуляции, та липкая паутина, те сети, опять-таки, да, вот это вот, в которой ты находишься, то есть по восьмерке, что, в общем-то, все в твоих руках, ты эти сети, это не сети, просто пожелай из этого выйти, освободи себя. Потому что вот это вот твоя истинная суть. То есть это о чем говорит? Это император, императрица, да, то есть это довольно мощная карта. Только ты этого не осознаешь. Ты ведешь себя как второстепенный герой, да? Тебе нужно вести себя и понять, что ты главный герой в своей жизни. Ну вот как-то так, мои дорогие. Здравствуйте, дорогие тельцы, приветствую вас на канале. Сегодня у нас прогноз на июль 24-го. С чем вы заходите в июль месяц? Ну вот здесь вот пара, тройка мечей и королева жезлов.
Я попросила дополнение, мне показали короля мечей. О чем говорит эта пара? С чем вы заходите в июль? Вы заходите с исцелением. Исцеление и внутренний конфликт. То есть это здесь вполне возможно по этим картам в конце июня, вполне возможно сейчас, у вас возникают некие такие флешбеки из прошлого. Это там, где у вас накрывает вас какими-то воспоминаниями из прошлого, да, по тройке мечей. Это там, где больно, это там, где разочарование, это там, где ошибся, это воспоминания каких-то людей. И опять-таки это все связано с теми ранами, которые вы получили в течение жизни. А, Король мечей о чем это говорит? Это о том, что вы научились защищаться. То есть вы это глубоко спрятали. Вот эти как бы наслоения боли, мы, как бы человек в процессе жизни учится жить с болью, да, то есть она становится меньше, но она, в общем-то, никуда не уходит, потом она как-то оседает, забывается, загружается. Сейчас то время, когда оно все поднимается, бурлит, поднимается, все энергии этому способствуют, то есть нас как будто бы из нас выдавливают это все дерьмо, да, вот внешними мощными энергиями для того, чтобы освободить нас, для того, чтобы мы сами себя освободили от того, что накопилось. Так вот, здесь вы научились с этим жить и научились защищаться, да, то есть защищаться, закрываться от других, от людей, но по королеве жезлов это тот внутренний огонь, который разгорается и который как раз-таки способствует поднятию этой боли, этих непроработанных, оставшихся психоэмоциональных программ на поверхность. Вполне возможно, что вы плохо спите, вам снятся какие-то сны. Вполне возможно, вас прям накрывает какими-то воспоминаниями из прошлого. Может быть, это способствует тому, что вдруг начинают объявляться какие-то люди. Либо они могут не объявляться, но вас все равно вот накрывает всем этим. Вы должны понимать и знать, что это момент исцеления. Прятаться, убегать от этого не нужно. Это нужно как бы пережить заново. Уже с настоящего себя, уже с настоящего своего момента. Пережить, пересмотреть и отпустить. Понять, что это было. Простить в первую очередь себя. Почему получаются какие-то психоэмоциональные большие проблемы в человеке, да, потому что он, как правило, не может простить себя, вообще все, что с ним происходит. И вот от этого нужно избавиться. То есть здесь должна быть идти внутренняя проработка, внутренний диалог с самим собой. И дальше у нас идут, в общем-то, мощные старшие арканы. Это звезда, это колесо судьбы, это верховная жрица, это сила, это распаковка. Это вот те самые мощные внешние энергии, которые будут выдавливать все то, что закрывает ваш внутренний свет, вашу внутреннюю силу и те знания, которые у вас сокрыты. Главным образом звезда и колесо судьбы говорит о том, что сейчас идет очень важный момент в вашей жизни. Это там, где вы сами можете решить, как вы будете жить, где вы будете жить, в каких условиях вы будете жить. То есть полностью создать, прорисовать ту линию жизни, которую вы для себя хотите. Это путь к мечте, это путь к исполнению своих желаний.
И это не происходит вот так. Это довольно-таки трудоемкий и вообще емкий сам по себе процесс. Но это возможно, насколько вы будете готовы отпускать вот эту вот боли, которые в вас накопились по тройке мечей, да, в течение жизни, настолько вы и будете поворачивать и менять свою жизнь, свою судьбу. Вы должны четко знать, что вы заказываете музыку, вы решаете, какой жизнью вы будете жить. Вы создатель, творец и главный герой своей жизни, и никто и другой. Только вы решаете, как в вашей жизни будет, с кем вы будете и все остальное. По Верховной Жрице здесь они хотят сказать и раскрыть вам как раз-таки вот эту внутреннюю силу, причем здесь она еще и силой, да, подкреплена. То есть это те знания, это та сила, это тот свет, который у вас есть. Это могущество на самом деле. И отпуская старое, отпуская боли, разгромождая себя, вы будете ощущать вот это вот могущество собственное. Оно, как правило, заходит как некое поощрение, когда человек идет по пути возрождения, когда человек идет по пути самоисцеления. Вот это ощущение могущества, оно приходит дозированно в качестве поощрения, то есть когда тебе пространство дает понять через события, что ты на самом деле получаешь именно то, что ты хочешь. И это может идти в мелочах. Как правило, это идет в мелочах, да? Но через эти мелочи тебе понятно становится, что ты, опять-таки, насколько ты способен быть благодарным и оценивать это, что тебе дается. Король жезлов и пятерка чаш. Вот это опять-таки говорит о том, что это разгромождение. Это испить все до дна, отпустить и пойти дальше. То есть, по большому счету, все испито, все уже пройдено, все уже переработано. Это просто нужно осознать и отпустить. Отпустить. Если хотите, вы можете собрать это все в черный, там, не знаю, мусорный пакет и как бы выбросить это, сжечь, там, я не знаю, растворить, развеять, рассеять. Это вам поможет, в общем-то, так сказать. Что говорят здесь дополняющие карты? Дополняющие, они говорят о том, что вдруг вам станет в тягость ваша повседневность. Вдруг вам станут в тягость те люди, с которыми вы встречаетесь или общаетесь. Здесь навалится какая-то тяжесть. Здесь вдруг придет какое-то ощущение того, что ты вот в каком-то одном каком-то ритме и ездишь по кругу, и ничего не меняется. И вот это, оно будет настолько тяготить, что, ну, прямо обрыгло уже и эти люди, эти лица видеть, и одни и те же разговоры эти слышать. Это вот как некая такая заезженная пластинка, которая играет, заканчивается, начинается сначала, играет, заканчивается, начинается сначала. Вот здесь будет полное ощущение, то есть здесь прям давить оно начнет так сильно и явственно давить, отягощать, что вам захочется прям вырваться отсюда. У вас будет ощущение, что вы пойманы в ловушку, у вас будет ощущение, что вы действительно ходите по кругу, что ничего не меняется. Но вот они ведь не зря здесь мощные энергии, которые говорят и хотят сказать, что ты должен знать, ты способен разорвать и выйти из этого круга. У тебя для этого есть все. Вполне возможно, у кого-то в июле захочется остро поменять работу, остро уволиться, остро, я не знаю, куда-то уехать, собрать чемоданы, закрыть глаза и вообще
сбежать, убежать в никуда, потому что оно прям под самое горло прям подопрет. Разговоры ни о чем вас начнут тяготить. Разговоры ни о чем. Здесь будет человек, который как будто бы вас будет убаюкивать. Ну вот вы такие проснулись, вы такие встрепенулись, что-то вас здесь напрягает, и здесь человек как будто бы будет вас убаюкивать. То есть как бы уговаривать, да, опять-таки, с чем эти уговоры связаны. Может быть, вы действительно решите, не знаю, уволиться, поменять место работы или там съехать оттуда, где вы живете, и появится какой-то человек, вот он как, не знаю, что это, я не могу о нем сказать ни хорошо, ни плохо, он никакой, он просто какой-то вот внешний такой убаюкиватель, который хочет, чтобы вы как бы опять присели, опять, в общем-то, встали в свой режим, сказать о том, что не надо ничего менять, все вроде бы хорошо, что-то бзикануло или бзикануло, вроде бы как бы пройдет это все, это вот сейчас какой-то такой момент у тебя тяжелый, там что-то на тебя навалилось. В общем, здесь и проверка, здесь и ваша проработка, ваша работа, что вы на это скажете. Убаюкаетесь, значит, пока вы не готовы проработать свои страхи, да, потому что сделать шаг навстречу неизвестности, это требует большого мужества, смелости и а вот остаться на прежнем, как бы там, где ты, ну, переживу, да, приспособлюсь, переживу. Но опять-таки здесь слишком мощные вот эти вот энергии, которые будут вас прям давить. И вот это вот ощущение хождения по мукам, вот это ощущение хождения по этому кругу, оно будет прям очень сильно острым. То есть его прям усугубят, да, вот эти мощные энергии. Что в рекомендациях? Вот они говорят, что время, в общем-то, оно подходит к концу, да? То есть у тебя есть еще время, но пора уже, в общем-то, заканчивать. Чуть-чуть ты подсидел на одном месте, завис, и путь к исцелению твоему внутреннему, твоей жизни, твоего жизненного пути, твоего линии твоей судьбы, да, если хотите. Оно все зависит от тебя. Все зависит от тебя. Тебе нужно распознать, вот в качестве змеи, да, тебе нужно распознать те вредоносные программы, которые, в общем-то, в тебе сидят и препятствуют твоему исцелению, вот этому исправлению вообще всего. Тебе нужно их осознать. Здесь еще будет страх остаться без денег. Есть, ну, в общем-то, подвержена такому страху большая категория людей, которые боятся остаться без денег. Вот вам никуда торопиться не надо, и свои страхи проработать свои страхи, потому что сказать, что они беспочвенные, вообще все страхи беспочвенные. Удобряет их только сам человек своим вниманием и своей энергией. Без этого их не существует. В любом случае, июль будет очень мощный для вас. И вполне возможно тяжело как бы
эмоционально-психологически. Здесь не будет каких-то таких перепадов, но будет ощущаться внутреннее напряжение. Здесь вы должны вести внутренний диалог и осознавать свое состояние, чтобы вы могли его как бы разложить на составляющие для того, чтобы это понимать и осознавать, что с вами происходит. Так вам будет легче. Легче избавляться, легче идти, легче трансформироваться. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, я на них отвечу. На этом все. Здравствуйте, близнецы. Сегодня у нас прогноз на июль. Так, с чем вы заходите в июль месяц? Рыцарь чаш и королева пентаклей. О чем они говорят? Они говорят о том, что, заходя в июль месяц, вы слишком, как бы, с одной стороны, они говорят о том, что в вашей жизни либо появился человек из прошлого, человек, опять-таки, по рыцарю, это незрелый человек, и вы по какой-то причине уделяете этому слишком много внимания. И вы тратите туда свой ресурс. И на это хотят обратить как бы ваше внимание, то есть сделать на это упор, что вы тратите свой ресурс не туда, куда нужно. То есть вы делаете себе вред. Вы раздолбали какую-то старую дыру, куда утекают ваши ресурсы жизненные. Потом, о чем она еще говорит? Это ситуация, в которую вы углубились, то есть в которую вы как-то вот воткнулись. Она провоцирует более глубинный процесс, который во благо вам. И вот на что вы должны направить свое внимание, на этот процесс. Что это за процесс? Это процесс раскрытия вашего сердца. Я немного вперед забегу. Вот это процесс раскрытия вашего сердца, истинного света вашего сердца, то есть тех чувств, которые в вас есть, для того, чтобы вы раскрыли свой источник. Источник у каждого – это его сердечный центр. И опять-таки внешние события, они провоцируют внутренние процессы, внутренние события, это взаимосвязано, они провоцируют внешние события, да? Внутреннее формирует внешнее, внешнее как бы провоцирует внутреннее, опять-таки, на переформатирование. В общем, такой вот процесс. Итак, значит, вы через это должны раскрыть свой источник внутренний через сердечный центр. Здесь вы, в общем-то, по королеве пентаклей вы довольно-таки зрелый человек. И эта зрелость, слово, употребляется не к какой-то там возрастной категории. Нет, это духовно зрелый человек. То есть это когда вы больше понимаете, больше видите, у вас обширное восприятие, более обширное, чем, скажем, у среднестатистического человека, да. И вы как человек, в общем-то, зрелый, вполне возможно,
Почему они говорят, что вам нужно раскрывать свой источник? Потому что вы застряли на каких-то догмах, на каких-то программах материальных, которые вам не принадлежат, которые вас тормозят, которые не пускают вас в развитие. Что это за программы? Это программы, может быть, достигаторства, да, то есть, может быть, вы там в какой-то сфере работаете, и вот вы сели в это колесо и погнали, да, вот у вас там цель, не знаю, стать генеральным директором какой-то там компании, да, и все, и вы там гребете, лобаете, упираетесь, в общем, ломаетесь и продолжаете как бы грести. Или вы уперлись там в какую-то идею, идею там переезда, постройки дома, еще что-то. То есть это то, что связано именно с материальным планом, с материализмом. И вот здесь вот хотят сказать, что пересмотри свои планы, потому что это как будто бы не твоя идея, это как будто бы не твоя цель. Это как будто бы как некая паразитарная программа, которую ты откуда-то подцепил, кто-то тебе привнес. Как текст из книги. Что, у меня тут Алиса включается. Тут потеряла мысль, дорогие друзья. Тут как садишься работать, должен быть вообще тотальный какой-то дзен, пофигизм. В общем, вам необходимо раскрывать свой внутренний источник. О чем они говорят? Шестерка пентаклей и восьмерка мечей. Эта пара говорит о том, что вам нужно учиться освобождать себя. То есть научиться быть свободным. Научиться быть свободным. То есть не научиться, а вспомнить, что ты свободный. Но как этому научиться? Через внутренний диалог. Через внутренний диалог, через разговор с самим собой. Как бы это ни звучало, но это так. Вы должны понять, что все ограничения, которые есть в человеке, у человека, это те ограничения, которые он сам себе построил. Других ограничений у человека нет, только сам себя он обуславливает, и только сам себя он ограничивает. Больше его не ограничивает никто и ничто, и не может это сделать. Выход из ограничений. Довольно-таки спокойно у вас будет июль, в отличие от предыдущих двух знаков, которые я посмотрела. Здесь вас как будто бы, вот у нас идет умеренность и восьмерка чаш. Вас как будто бы немножечко так как бы отодвигают в некий такой безопасный уголок, где вы можете спокойно проработать все то, что вам нужно проработать. Единственное, у вас будет большое желание почему-то вернуться в прошлое. То есть здесь информация первая, которая пошла у человека из прошлого, она не зря, потому что вам почему-то захочется прям вернуться в прошлое, к прошлому, да. Почему-то вы подумаете, что в прошлом вам было гораздо лучше, вам было гораздо проще, что сейчас слишком тяжело. На самом деле это тоже есть ваша иллюзия, которую вам необходимо развеять, которую вам необходимо переосмыслить. То есть причинно-следственные связи вывести логические и четко осознать, что ни хера не лучше было, да. Дополняющие карты, они говорят о том,
Понимаете, здесь очень много вокруг вас людей пустых. И от этого как будто бы вот эта вот пустота, она как будто бы ложится на всю вашу бытность, на всю вашу жизнь, на всю вашу программу. Здесь какие-то люди, которые ведут пустые разговоры. Это может быть коллеги, это может быть там, не знаю, соседи, друзья, знакомые. Это просто сплетни какие-то, это разговоры ни о чем, которые опустошают, которые что-то ценное превращают, ну, просто в пыль, в дым, в ни во что. И вы в этом участвуете. Здесь вам нужно это очень четко осознать, когда у вас опустошенное вот такое состояние, да, какой-то безвыходности, какой-то тотальной вот невозможности что-то изменить. Вы в эти моменты должны четко понимать, откуда это у вас берется. Это берется от того, что та пустота, которую вы переливаете, перемалываете с другими людьми, пустыми для вас в вашей жизни, которые не несут для вас никакой ценности. Напротив, они эту ценность воруют, то есть вы сами ее отдаете, вступая в эти пустые разговоры, вступая в эти пересуды, в эти... То есть вы сами это отдаете, и потом у вас болезненное состояние, пустое, замкнутое, там, где вы не можете понять, куда и чего вам делать дальше, что вам вообще, как вам жить, как вам быть, и где вот это вот того, что я хочу, того, что я имею, как мне это свести одно к одному. Для начала перестать вести пустые разговоры, для начала отцепиться от тех людей, которые не дают вам никакой ценности, они не представляют вас, не представляют вам какие-то новые знания, новые энергии, они не дают вам, да, то есть и нет этого энергообмена полноценного, ценного для вас в вашей жизни. Вот от этого нужно избавиться, от этих людей нужно отстраниться. Здесь будет неожиданный скандал в дороге или связанный с дорогой, или здесь очень много каких-то пустых как разговоров, так и разговоров на повышенных тонах. Здесь много претензий и много эмоций. У вас много эмоций. Почему? Потому что у вас пойдет коса на камень в том плане, что вы какое-то время подстраивались под людей или под какого-то конкретного человека, или вообще в целом под всех. И вы ожидали, что когда придет время, когда нужна будет помощь вам ее окажут, вам ее дадут, но здесь вдруг окажется, что вы должны всем всегда и в любое время дня и ночи, и ваши интересы, ваши желания, они не учитываются. И вдруг это станет очевидным. Более того, это будет как будто бы вдалбливаться вам с криками, ором, претензиями и всем остальным. То есть вот тебе на, что тебе еще не так, что тебе еще не нравится. Ну, то есть не дофига ли ты чего-то много хочешь. Вот именно в таком формате могут быть как бы разговоры в июле месяце. И опять-таки эти потрясения, они должны вас привести к вот этому внутреннему осознанию, к тому, что пора учиться в первую очередь держать себя, понимать, кто ты и чего ты хочешь. То есть свою энергию не разбазаривать, ресурсы. Ресурсы – это твоя энергия жизненная. Из этой жизненной энергии складывается твое благополучие, твое здоровье, твоя финансовая жизнь. То есть это все жизненные ресурсы, которые ты, ну,
тратишь по своему усмотрению, черпаешь их по своему усмотрению, либо ты их не черпаешь, либо ты их восполняешь, либо ты их не восполняешь. То есть это все решаешь ты сам и делаешь ты сам. И живешь ты, соответственно, по тем ресурсам, которые у тебя есть. Вполне возможно, вам захочется здесь поехать. Здесь у кого-то будет некая такая туристическая поездка, может быть на море, может быть на каникулы, может быть еще куда-то. Но почему-то она будет со скандалом, почему-то она будет все-таки окрашена неприятными, красивыми тонами. Это там, где вы, возможно, поедете не туда, не тогда, или не с тем, или что-то как-то будет не так. И это будет, как знаете, некий такой комок в горле, вроде бы то, что хотела, вроде и не то. Это все о том, что человек подстраивается, то есть он берет не то, что он хочет, а то, что ему дают. Он с этим смиряется, он с этим соглашается, он под это подстраивается, пускай даже это и не то, что ему нужно, что он, в общем-то, хочет или что он хотел. Очень много пустого, и это пустое, оно должно от вас отвалиться. То есть вы должны это увидеть, осознать и убрать. Опять-таки, вначале они не зря говорили о том, что вам нужно пересмотреть ту цель, которой вы посвящаете вот в июне и заходите в июль. То, чему вы посвящаете вот много своего как бы мыслительного процесса, внимания, да, куда вы идете, чего вы хотите, что-то с этим не так. Либо это нужно как бы пока отодвинуть для того, чтобы раскрыть вот этот вот источник безграничных ресурсов в себе. Для того, чтобы его раскрыть, этот безграничный источник ресурсов в себе, вам нужно избавиться от того пустого говна, которое у вас, в общем-то, есть. И понять причинно-следственные связи, откуда они у вас берутся, откуда у вас берутся эти разочарования, это пустота, это безвыходность, это непонимание, почему люди к вам так относятся, окружающие. Потому что вы позволяете это. Почему вы так позволяете? Потому что у вас есть непринятие себя, потому что у вас есть некие комплексы там, где вы, может быть, хотите быть для всех хорошим, или у вас там комплекс отличницы, или у вас там еще какие-то идущие с глубинных, там, я не знаю, вас недолюбили в детстве, и это все будет, оно не все, оно все провоцируется, оно все гипертрофируется для того, чтобы настолько максимально вот человеку дать понять, что чтобы он это осознал, отпустил, выбросил, освободился от этого. Для того, чтобы стало хорошо, надо сначала сделать плохо, больно. То есть даже выздоровление, оно идет через обострение. Вот это и есть то самое обострение. И как вы это обострение, но опять-таки по умеренности пространство вас щадит. Оно дает вам время для того, чтобы вы максимально для себя в щадящем, гармоничном режиме вот это все переосмыслили, переосознали. Не для того, чтобы вы депрессовали, апатировали и там, я не знаю, кидались из одной крайности в другую. Нет. Для того, чтобы вы это все осознали, посмотрели на себя по-другому и сказали: елки-палки, человек звучит гордо. Ну, когда человек, когда человек человечный, да, когда человек человечный. То есть здесь нужно ценность себя раскрыть, избавляясь от пустого, от того, что вас опустошает. Ну вот и в общем-то в рекомендациях оно так и говорит, что здесь должно быть, в общем-то, отрезание всего ненужного,
для того, чтобы полноценно уделить время своей собственной персоне, своей глубине, которая в тебе есть, своим желаниям, своим чувствам. И для того, чтобы избавиться от подменного, от ненастоящего, от того, что не твое, от тех желаний, тех целей, которые не твои, которые ты откуда-то подцепил, которые пришли тебе непонятно от кого, зачем, почему. Вася какой-то сказал, что вот круто там, я не знаю, там машину какую-то, вот ты лобаешь там на эту машину, а у самого уже все там ломаются жилы, поджилки, кости и все остальное. Ну вот. То есть это несколько утрировано, намного утрировано, да, но в любом случае, как бы, я думаю, что вы поймете, о чем здесь хотят сказать. На этом я с вами прощаюсь. Здравствуйте, раки. Прогноз на июль. С чем вы заходите в июль месяц? Король чаш и колесо судьбы. Вы заходите в своих энергиях, вы заходите в свои водные стихии. Это прекрасно, то есть это говорит о, во всяком случае, здесь должно быть так, да, что вы максимально подготовлены к неким внутренним трансформациям, переворотам в вашей жизни. То есть вы максимально сгармонизированы к тому, что, в общем-то, ваша жизнь, она меняется. Но здесь нужно понимать, что жизнь человека в данных условиях, в которых мы находимся, она меняется самим человеком. А если человек ее не меняет сам, то она, в общем-то, меняется несколько, как бы, довольно-таки стандартным образом. Человека притягивает туда, к той ветке, на которой он, в общем-то, вибрирует, независимо от того, чего человек хочет, носителем каких энергий он является, к тем энергиям его и, в общем-то, притягивает. Так вот, здесь они хотят сказать о том, что ты максимально готов, и главное, что здесь есть гармония. Я вижу, что здесь есть некая стройная такая линия ума и сердца, головы и сердца, разума и сердца. Это когда есть зрелость, есть понимание того, чего ты хочешь. Вдруг вот пришло четкое понимание, знание того, чего ты хочешь на самом деле. Как оно пришло? Кто-то, может быть, это на самом деле прям осознает. Вот прям совершенно точно, четко знает, да, вот через какую-то внутреннюю проработку, через какие-то внутренние там диалоги, четко знаешь, чего хочешь, да. Кто-то, вполне возможно, вдруг только подходит к этому и понимает, что то, к чему он шел, это не его желание. То есть он этого не хочет, или пришло понимание того, или внутренний какой-то вопрос о том, блин, зачем я этого хочу, почему я этого хочу, зачем я туда лезу, полез, или зачем я вообще за все это взялся, то есть откуда. Вот это как раз-таки гармонизация разума и сердца, когда выправляется ваше направление, то есть выправляется ваше истинное направление туда, куда действительно вам нужно идти, то, что вы действительно на самом деле хотите, то есть это ваше внутреннее, оно высвобождается и выходит наружу, давая вам как бы понять, стуча вам в разум какими-то способами доступными, чтобы вы осознали и поняли, что на самом деле вы хотите.
И вот это про это, то есть здесь смена вектора движения. Вот эти две карты — это мощнейшие карты, это карты источника, наполнения, гармонизации, это истинного счастья, радости. Ну, то есть в настоящих не хватит эпитетов, не хватит прилагательных, чтобы описать вот эти вот прекрасные энергии, которые как бы вообще спаялись вместе, да. Это то, что путь каждого человека, не только для вас, а вообще путь каждого человека, настоящих и будущем, он лежит именно к счастью и гармонии. И по влюбленным это счастье идет через полноценное, гармоничное взаимоотношение, равноценные отношения. И в первую очередь это отношения мужчины и женщины. Дальше это как бы расширяется вообще на все отношения. Это отношения профессиональные, это отношения дружеские. То есть здесь каждый выходит из не своего круга и заходит в свой круг, к своим единомышленникам, к своим истинным, близким, родным, по духу людям. И вот эти энергии, они как раз-таки направляют, то есть вот они для этого, они именно вот туда направляют, именно вот так направляют. Это про это. И туз чаш — это источник, который есть в каждом и который раскрывается через раскрытие сердца. Опять-таки это все очень тонко, сложно, просто взаимосвязано. Короче, о чем здесь? Здесь о том, что даже если вы находитесь в каких-то отношениях с кем-то, неважно, там рабочие, профессиональные, там любовные, здесь в июле месяце придет какой-то острый дефицит нехватки чего-то в этих отношениях. То есть в зависимости от того, на каком уровне как бы осознанности, что я не туда иду, что я хочу, или как бы именно того, что я хочу, да, на какой стадии осознанности у вас находится. Вот от этого и будут, в общем-то, остро ощущаться, менее остро ощущаться, в общем-то, некий дефицит в отношениях профессиональных, любовных. Вот это либо не то конкретно, либо чего-то не хватает, либо идет все не так, либо вот меня все как-то, бесит, душит, и вообще это все не про то. Это вообще все не про меня, не для меня, и меня это не устраивает. Вдруг придет четкое знание того, чего я хочу. Опять-таки, здесь у нас все про взаимоотношения. Здесь даже, я бы сказала, больше про любовные отношения. Здесь про то, чтобы как бы обрести своего человека. Вот эти вот карты, они говорят о том, что здесь желание найти что-то свое, своего этого человека.
И, в общем-то, этого человека никому никогда не отдавать, никому никогда не показывать, оставить это все, в общем-то, себе, для себя. И эту ценность беречь, охранять, как, в общем-то, зеницу ока, никому не отдавать. Вполне возможно, что размышления такие будут, да, что если в моей жизни будет такой человек, то я такого человека никому никогда не отдам, да, то есть если я найду такого человека, то точно вцеплюсь в него там мертвой хваткой и вообще никуда никогда не отпущу, никому не покажу, да, может быть и такое. Пятерка мечей и императрица. Здесь вполне возможно в июле будет острое разочарование. Острое разочарование в том, что что-то упущено, или кто-то упущен, или где-то сделан неправильный выбор, или что-то ты пропустил, или мимо чего-то ты прошел, или что-то ты сразу не распознал. То есть здесь вот какое-то такое разочарование. Но опять-таки это во благо, потому что это некая работа над ошибками, да, для того, чтобы освободить свое пространство именно для перемены, для того, чтобы легче это колесо прокрутилось, чтобы расчистить вот этому колесу мусорину, которая не дает ему крутиться, да, и, в общем-то, была возможность его провернуть, это колесо. Несмотря на то, что здесь некая присутствует тяжесть, возможно, даже где-то и разочарование, но здесь очень много веры, здесь очень много энергии светлой, которая именно вот прям наполняет каким-то четким знанием того, что если я теперь точно знаю, чего я хочу, если я теперь точно знаю, куда я иду, то нет таких препятствий, нет таких преград, которые могли бы меня остановить или свернуть с моего пути. Вот здесь основная как бы линия, она такая. Несмотря на то, что есть какое-то вот самобичевание, есть какая-то такая хандра, есть какое-то такое и разочарование, но когда вижу цель, не вижу препятствий. То есть я обязательно дойду туда, куда я иду, потому что я четко теперь знаю, что это мое, что я этого хочу, и я туда буду идти. И в целом вот дополняющие карты, они говорят, что направление выбрано, правильно выбранное направление, это уже 90% успеха. Потому что через это правильное наполнение у вас открывается путь. Здесь про открытие пути. То есть, как это у кого будет выглядеть, я не знаю, но здесь про открытие пути. Вот ты выбрал себе правильную цель туда, куда тебе нужно идти, да, и тебе сразу такие хопа открылись. Но они сразу, как правило, не открываются, ничего сразу там не открывается, ничего сразу там не дается, но путь будет открыт, причем очень большой путь. Здесь огромный, огромный такой мощный не потенциал, а ресурс на этом пути. То есть там что-то очень мощное, что-то очень красивое, что-то очень светлое. Это именно то, куда действительно вам нужно двигаться. Все зависит от того, как вы определите вот эту точку свою. Более того, здесь даже появятся у вас некие помощники, которые готовы будут вам оказать какой-то
содействие, какую-то помощь. Причем такие интересные здесь люди, они даже для вас будут неожиданностью. Какие-то творческие люди, что-то они там вам такое интересное, какую-то идею подскажут, как-то вас направят. Что-то здесь очень вдохновенное, что-то здесь очень такое легкое, что-то здесь такое, как будто бы вот на коленке, когда люди собираются и говорят, да, там собрали что-то на коленке. Вот здесь похожее на это, как будто бы собрались какие-то люди, и они так в разговоре между собой ни о чем взяли и сотворили, создали что-то очень красивое, ценное, стоящее, да, и вдруг что-то получилось. Не знаю, насколько это понятно, но какие-то люди, причем здесь могут быть люди младше вас, да, младше вас, но вдохновение вас, более легкие, более, а может быть вообще не то, что младше, а просто они легкие по жизни. Просто вот они как бы не видят препятствий, если что-то хочешь сделать, зачем тебе без груза, да, без груза какого-то за плечами. Если ты что-то хочешь сделать там, так что, давай возьмем, да и сделаем. И вот они возьмут и покажут вам пример, либо что-то сделают действительно, отправят вас в путь-дорогу. Да, и у вас здесь будет какая-то дорога, причем куда-то вы поедете, кто-то приедет к вам, кого-то вы будете встречать. И здесь опять-таки даже в дополняющих картах есть вот эта вот легкость. Легкость, как будто бы ощущение, груз тяжелый свалился с плеч, с головы, вообще со всего. Вот этот вот какой-то неподъемный а, камень, да, он как будто бы свалился. И появилась какая-то легкость, азарт, авантюризм, я бы даже сказала. Да, получится, не получится, 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 не получится, не получится. И это все вот на таком, в общем-то, легком подъеме. Но я не скажу, получится, не получится, потому что здесь нет этого. Здесь есть то, что вы меняете свою, в общем-то, жизнь, что вы сами меняете ее. И вот эта вот апатия, бессилие, вот это вот состояние какой-то жертвы, жертвенности, да, вы можете поменять на деятельность, на вот те энергии, которые хотят к вам зайти. Легкости, гармоничности, проявление творческого какого-то подхода, да, авантюризма. Интересный будет у вас июль. На этом я с вами прощаюсь. Здравствуйте, дорогие львы, приветствую вас. Сегодня у нас прогноз на июль. Улыбает меня этот прогноз. С чем вы заходите в июль месяц? Десятка чаш и семерка жезлов. Это дополнительная карта на данную пару. Значит, с чем вы заходите в июль месяц? Вы заходите в готовности дать этой дубиной любому, кто покусится, позарится на вашу десятку чаш. Значит, вы обрели некое, ну, счастье, да, некое ваше желание, оно исполнилось. Как оно исполнилось, в каком формате оно исполнилось,
Это, наверное, решать только вам, но вы совершенно точно знаете, что вы обрели нечто, нечто ценное, нечто важное для вас. И вы готовы сражаться, отстаивать, отбивать это ценное, которое, в общем-то, вы осознали, да, скажем так. И вот эта ваша готовность к сражению, готовность отстаивать, то есть это осознание истинной ценности какой-то. Это не просто осознание того, что вас радует, это нечто большее, это на самом деле вот такое переполнение, такое наполнение. Это что-то очень-очень мега ценное. И вот осознание этого и готовность идти по этому пути, даже если мне придется там за это сражаться, биться, вопреки вообще всему, вас раскрывает огромную силу вашу. Что они говорят? Это продолжение июньского расклада. Это продолжение июньского расклада, и здесь то, что заходило в июне, оно начнет еще больше, масштабнее, шире проявлять себя и являть в вашей повседневности. Паж чаш и десятка пентаклей – это вкупе с десяткой чаш, это путь к некому безграничному счастью. Это найти тот источник вдохновения, неисчерпаемый, бездонный, безграничный. Найти то, что сподвигает, ну, просто переворачивать не только себя, не только там свои какие-то убеждения, свои какие-то внутренние установки, а вообще готовность перевернуть весь мир. Это ощущение этой силы, этой мощи внутри себя. И переполняющего счастья, которое вот оно переполняет и проливается, то есть оно настолько мощное, оно настолько какое-то грандиозное, что словами не выразить. И ощущение тоже сложно это выразить, но оно очень мощное, и вы это четко знаете. Это приходит от какого-то знания, которое в вас распаковалось, от какого-то знания, которое дает вам силу. Вполне возможно, да не вполне возможно, здесь, в общем-то, говорится о том, что вы обрели некое счастье в лице какого-то человека, неважно, где этот человек, каким образом он попал в вашу, как бы, вот, в ваше поле сознания, но этот человек, он вас наполняет, переполняет, он вас пробудил безграничный вот этот источник жизни, источник радости, источник любви безусловной. И у вас такое состояние, я его ощущаю, да, это когда ты способен, ну, на самом деле перевернуть вообще все, землю перевернуть, все перевернуть. То есть это настолько мощная энергия, это настолько мощное, как бы, самовосприятие, что он просто распирает от этого.
Туз Пентаклей и Дьявол. В июле месяце ваше какое-то желание исполнится. То есть у вас было желание, это желание вполне материальное, и оно, это как некая цель, которая у вас была до. Это то, к чему вы стремились, это то, к чему вы шли. Вполне возможно, кто-то шел очень долго, много вкладывал туда сил, времени, да, кому-то на это понадобилось там, может быть, годы, может быть, какое-то длительное время. И в июле это желание исполнится, то есть вы получите желаемое. Желаемое вы получите. Но дело в том, что вас это обрадует. Да, вас это обрадует, несомненно. Но как будто бы оно не будет иметь уже той ценности для вас, какой она была еще, ну, скажем, несколько месяцев назад, да? Или, может быть, год назад, ну, меньше, здесь вопрос в месяцах, да? То есть какое-то время назад вот то, что вы получите в июле, вот это исполнение вашего желания, оно для вас имело большую ценность какое-то время назад, нежели вот в июле месяце. То есть это потеряло, это желание, оно потеряло свою ценность для вас. Эта пара еще говорит о том, что ваши желания, те цели, которые у вас стояли материальные, они у вас будут исполняться и даже больше. То есть вполне возможно, что то, на что вы рассчитывали, оно будет реализовываться гораздо быстрее и более обширнее, масштабнее, нежели вы себе это представляли или думали, или рассчитывали. Поскольку программа дьявола материализации, она работает на вас. Почему она работает на вас? Потому что у вас пошло раскрытие источника, то есть вы движетесь в не то чтобы в правильном направлении, вы движетесь по своему духовному пути, туда, куда вам нужно идти. И эта мощная программа, она будет вам способствовать и помогать выводить вас туда, куда вам нужно. Ну, по совету я скажу, что это дом, да, это прийти домой. О чем она еще говорит? Здесь мне очень интересно стала башня и девятка чаш. Я спросила, на что здесь башня, и показали отшельника. То есть здесь то самодостаточное состояние, которое у вас было до этого момента, оно вдруг разрушится, будет подвергаться разрушению, да, по башне. То есть то, что было достаточным до, вдруг станет недостаточным в июле. По отшельнику это человек, который находился долго в одиночестве, либо чувствовал свое одиночество, да, вы можете находиться там в паре, вы можете находиться в толпе людей, но в сердце вы понимаете, что вы просто одиноки и как бы нет равных вам и нет тех, которые бы могли составить вам компанию, да, неважно там
в любви, в работе, в каких-то увлечениях, развлечениях, да. И вот здесь по башне вот эта вот достаточность, она разрушается. То есть конец приходит вашему одиночеству. Вы выходите на путь, там, на котором вы придете к своим, к своей любви, к своим единомышленникам, к своим истинным друзьям, там, я не знаю, братьям по духу, по разуму. И ну, я не вижу, что здесь прям в июле это будет, да, я что хочу сказать. То есть здесь в июле это еще некая такая внутренняя проверка и докомплектование каких-то энергий. Хотя сколько оно будет докомплектовываться, Бог его знает. Вот. Что говорят дополняющие карты? Они говорят, что июль будет для вас вполне себе очень даже приятный. Приятный в плане внутреннего состояния. То есть вам внутренне будет очень хорошо, очень спокойно и легко. Вас перестанет беспокоить то, что вас беспокоило до этого. Вас перестанет раздражать то, что вас раздражало до этого. Вы будете просто скользить изо дня в день, из события в событие, из какого-то разговора, встречи, свиданий, там, вопросов, решений от одного к другому. И это все будет очень легко. Это все будет настолько легко, настолько приятно. Почему? Потому что у вас появилось нечто внутреннее, что вас наполняет. То есть вот этот вот источник. И в июле вам будет все даваться легко. То есть если вам было сложно, там, не знаю, находить какие-то общие язык с кем-то, с чем-то, да, или вам было что-то в тягость, или вас что-то или кто-то вас тяготил, то в июле месяце вы вдруг поймаете себя на мысли, что вас это не тяготит, потому что вам вообще плевать. Вы об этом не думаете, вам это легко. Вы вдруг станете более легко относиться к окружающим вас людям, более по-доброму станете к ним относиться, и вам это будет, в общем-то, нравиться. То есть здесь легкость. Хотя здесь есть и дороги, и какие-то решения вопросов, и хлопоты. То есть месяц будет довольно-таки, скажем так, подзагруженный. Да? У кого-то работой, у кого-то какими-то событиями, но здесь, конечно, больше связано с работой. Вполне возможно, допускаю, что здесь у кого-то будут и развлекательные поездки, но я больше вижу, что это связано с некой работой. И вам это будет даваться легко, то есть вам весь этот процесс, он будет как будто бы идти настолько легко, параллельно как бы вас. Потому что вы будете пребывать в себе, вы будете пребывать вот в этом самоощущении легкости, радости, какого-то счастья, которое вас переполняет, наполняет. Да, и вот среди всего этого вы вдруг исполнится ваше какое-то давнее желание, довольно-таки масштабное, я бы так сказала, да, но по какой-то причине вас это, конечно, обрадует, но вы примете это как должное, как нечто должное, да, и сами этому удивитесь. То есть, как бы это был предел там каких-то мечтаний, желаний, или это была какая-то цель, и вдруг это, ну, как бы само собой разумеющееся, как обыденное какое-то обстоятельство, событие, да, но опять-таки вас это долго беспокоить не будет. То есть вот вся эта внешняя какая-то, она будет идти отдельно, вы отдельно, но между тем, вот в этом внешнем своем проявлении вы будете просто порхать, вы будете парить, вы будете
прям очень гармонично как-то плавать, и вам это будет нравиться. У вас все будет получаться. В июле у вас все будет получаться, у вас все будет спориться. На вас окружающие люди будут смотреть иначе и воспринимать вас будут иначе, потому что ваше состояние, ваши энергии, они очень сильно изменились. И будет некое недоумение, то есть будут спрашивать, что с тобой происходит, что с тобой случилось, то есть что-то изменилось, что-то изменилось. И поэтому людей будет интересовать, что изменилось, почему, с чем это связано, такая вдруг перемена. Но июль будет очень замечательный для вас. Что здесь рекомендация? Здесь не столько рекомендация, сколько констатация факта. То есть вы не спеша двигаетесь в направлении дома, направлении, в общем-то, радости, благополучия и выполнение своей задачи на воплощение, раскрытие этой информации. То есть вот по этим картам я бы сказала, что у кого-то из вас есть некая задача, причем довольно-таки серьезная в данном воплощении. И вот вы движетесь как бы в нужном русле, ритме для раскрытия этой задачи на воплощение. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Здравствуйте, весы. С чем вы заходите в июль месяц? Умеренность, девятка пентаклей. Они говорят о том, что вообще я хочу сказать по этому раскладу, что несмотря на то, какими были тяжелые энергии в июне, июль здесь кардинально отличается. Здесь как будто бы в июле вам дадут такой мощный толчок энергий, причем это внутренней энергии, то есть каких-то мощных внешних энергий здесь нет, но через самоощущение, через самовосприятие это некий такой мощный бонус, который дается вам для того, чтобы максимально быстро как-то выпрыгнуть в некое другое пространство, в некие другие энергии, в некую другую жизнь, да, другую какую-то структуру. И этим июль очень важен. Вот по умеренности и девятке пентаклей здесь хотят, чтобы вы как будто бы задержали у себя пойманное вот это вот однажды, да, вы заходите, то есть это уже, возможно, сейчас, в конце июня, у вас появилось какое-то приятное самоощущение, какое-то приятное ощущение просто теплое, просто какой-то легкости, радости, да, и вы, может быть, это до конца не осознаете, но почему-то вам хорошо, и вам легко, вам вдруг перестала вас интересовать некая такая внешняя повестка или какие-то внешние раздражители, вам просто хорошо. И по умеренности вам говорят, что ты вот это состояние должен как будто бы примерять и расширять, то есть задерживать его у себя, изучать его, наблюдать за ним, да, то есть как бы вот ты его поймал, это некая такая золотая рыбка, и ты вот ее, эту золотую рыбку, как бы придержи, то есть понаблюдай за ней, что это у тебя за новое такое самоощущение, что это за легкость, что это какая-то за радость. Его не надо объяснять, это состояние. Не надо ему искать сейчас причины. То есть не позволяй умственным каким-то процессам сейчас, пытающимся разложить это по каким-то полкам, да,
нарушить это состояние, просто пребывай в нем. Просто пребывай в нем. Скажи, да мне плевать вообще, откуда оно и почему. Я хочу в нем быть. Мне оно нравится, это состояние. Мне нравится это самоощущение. Вот умеренность, она здесь именно для этого. Что они еще показывают? Шестерка пентаклей и двойка мечей. Я попросила дополнительную карту, здесь показали четверку жезлов. То есть здесь как будто бы вам захочется закрыться от помощи кому-то или от шефства над чем-то, или кого-то чему-то учить. Вам вдруг захочется закрыться. Почему вам захочется закрыться? Потому что вы будете пребывать в таком прям кайфовом состоянии внутреннем или пребываете, что вам вот чисто интуитивно, да, вы вдруг как бы побоитесь это расплескать, и вам захочется закрыться от как бы постороннего, да, для того, чтобы задержать вот это вот состояние, сохранить его, чтобы его оставить как бы себе больше. И это очень мудрое решение. То есть, опять-таки, здесь не нужно его себе объяснять, о чем мне там вдруг стали все равно там на друзей, родственников, работу, еще какие-то проблемы. Не нужно это объяснять. Это у вас идет такой внутренний механизм самосохранения, если хотите. И пребывайте в этом. Если вам не хочется с кем-то общаться, если вам не хочется кому-то что-то помогать или в чем-то участвовать, или кому-то чему-то учить, значит, не делайте этого, слушайте себя, слушайте свою интуицию, свои вот эти вот внутренние процессы, ощущения. И через это десятка пентаклей и паж чаш. Во-первых, по десятке пентаклей это исполнение какого-то желания. Опять-таки, это желание у вас будет начальное. Несмотря на то, что здесь показывают десятку пентаклей, это желание, возможно, небольшое. Это как бы преддверие. Это преддверие, насколько вы способны удержать вот это состояние благости, легкости, незацикленности, незацепленности, да, и это некая такая проверка и преддверие, как вот исполняется какое-то ваше желание, вам дают то, что вы хотели, да, это небольшое, но это то, что вы просили, это то, что вы хотели, и оно исполняется, насколько ты сможешь как бы радоваться этому полноценно, насколько ты способен понять, что это, в общем-то, дар и начало какого-то нового процесса, за который тебе нужно прям поблагодарить, за который тебе нужно прям прочувствовать его и понять, что это от того, что ты делаешь правильные шаги, от того, что ты закрываешься как бы от расплескивания себя на, в общем-то, окружение своих ресурсов, своей энергии. Плюс по пажу чаш это некий творческий процесс, вам захочется что-то творить, вам захочется что-то делать, у кого-то здесь возникнут новые идеи, и это будет такой мощный импульс, это вот подрывайся и давай делай. Все, здесь как бы других вариантов не надо. И опять-таки вот весь этот ряд, он делает упор на то, что мыслительный свой процесс, умственный процесс останавливайте, то есть отстранитесь от него. Просто живите по импульсу, живите по ощущению. Это главное для вас в июле месяце. Это опять-таки некий такой бонус, которым вас хотят как бы и поощрить, и сподвигнуть, то есть вот как бы вас поднять, да, на вот этих самоощущениях, на этих
кайфовых, в общем-то, легких ощущениях, чтобы вы больше шли по этому импульсу, который, в общем-то, ну, будет довольно-таки мощный, потому что это такой импульс, когда просто нужно подорваться и что-то делать, потому невозможно усидеть, слишком мощная энергия, слишком мощный какой-то потенциал у этого волшебного пинка. Может быть, у кого-то это будет связано с некой новой работой, новой какой-то сферой деятельности, новым каким-то предложением, либо это вы сами внутренне вдруг что-то решите делать, захотите делать, какой-то новый проект. Причем здесь будет все на энтузиазме, на чистом энтузиазме. Здесь как будто вам захочется что-то делать, и причем здесь будет полностью отсутствовать некий такой момент расчета. А что я от этого получу, а куда я к этому приду, а будет ли от этого прибыль, не будет ли от этого прибыли, а через сколько я там добьюсь какого-то результата, а еще чего-то я там добьюсь, а чего-то я не добьюсь, насколько это будет выгодно. То есть вот этого процесса здесь не будет как будто бы, и за уши его притягивать не нужно, этот процесс. Девятка чаш и рыцарь чаш. С одной стороны, это довольно-таки позитивная энергия, с другой стороны, это некая такая помеха, которая будет в лице человека, по сравнению с вами незрелого. Здесь как будто бы человек захочет с вами вступить в некую такую конкуренцию. То есть как будто бы вы наступили ему на ногу, да? Как будто бы вы залезли на его территорию, и этот человек, он будет давить каким-то своим таким авторитетом в кавычках, своими какими-то знаниями, своими какими-то умными речами, для того, чтобы с вас сбить спесь. Вот сейчас речь идет о чем-то новом, что вы вдруг захотите делать. И вы должны понимать, что если возникнет у вас человек со своими советами, со своими умозаключениями, излияниями, из которых будет следовать, что ты недостаточно хорош, ты там не то делаешь, ты не так делаешь, ты думаешь все так просто, либо мысленно, либо словесно пошлите этого человека в сад далеко и надолго и скажите: я сама с этим разберусь, в общем-то я буду делать так, как считаю нужным. Ну и что никто так не делал, а я буду делать, мне плевать, что мне там считать, что мне там рассчитывать, понимаете? То есть здесь некий человек, который, опять-таки хочу повторить, да, в отличие от вас, менее зрелый, опять-таки, он вам будет как-то вас сбивать с выбранного вами пути, сбивать с вас вот эту, как он считает, спесь для того, чтобы не убрать со своей, так скажем, территории. То есть он посчитает это покушением на некую его какую-то территорию, там, где он считает, что он лучше плавает, лучше знает, и вообще в вас он будет видеть конкурента, конкурентку. Имейте это в виду. Дополняющие карты говорят о том, что вообще в целом июль будет для вас довольно-таки легким. Вам будет легко даваться общение с людьми, причем здесь идет общение с новыми людьми, во всяком случае один новый человек в вашем пространстве появится. У каждого он появится по-своему. Вполне возможно, у кого-то это будет общение заочное, то есть это интернет, это некая такая связь, да, то есть это не очное общение. У кого-то это будет как бы очное общение с человеком. И этот человек как раз-таки вас напротив вдохновит, воодушевит. Возможно, вы от него почерпнете либо энергии, либо исходящую от него какую-то такую ауру очень приятную, и это подействует на вас благоприятно.
либо он вам подскажет какую-то идею, сподвигнет вас словесно к чему-то, да. Может быть, это будет опять-таки в виде предложения, то есть, а ты не хотел бы, не хотела бы попробовать, а давай там вместе, или мне там нужен такой-то, да, может быть, ты как бы мог или могла бы со мной как-то взаимодействовать в этом вопросе. И в целом вам будет этого хотеться. Опять-таки вот здесь в дополняющих картах тоже есть некий умственный процесс, который будет у вас возникать, а получится, а надо, а хочу, а насколько, а вдруг не получится. Вот здесь этот умственный процесс нужно останавливать и просто идти по импульсам, идти туда, куда вас будет нести волна июля, ваши ощущения. То есть здесь важно доверять своим ощущениям, не уму, не каким-то там умозаключениям, а своим ощущениям. Ждите в июле кого-то в гости. Опять-таки, у кого-то это будут деловые там приезды, поезды, у кого-то это будут родственники. Но опять-таки, да, вот здесь вот эти вот поезды, приезды, родственники, они очень как бы с этим товарищем резонируют, с тем, что вас будут как-то вот от чего-то отговаривать, либо сбивать вас с поставленных вами задач. Что здесь можно сделать? Здесь что можно сделать? Здесь можно просто не говорить о своих желаниях, о своих мечтах, о своих целях, намерениях, о том, куда вы идете. Да, все обычно, все как бы без этого, да. То есть будет что-то новое, захочу сказать, скажу нет, нет. Вы можете как бы себя этим обезопасить. Если уж решите кому-то что-то рассказать, то будьте готовы, что вас будут переубеждать, вам будут говорить, что это что-то не то, что там это вообще не твое, и там сколько тебе лет. То есть здесь набор вот этого говна, он может быть у каждого свой. Да, может быть там вообще все вместе разом. И ты не такой, и рылом не вышел, и как бы возраст не тот, и руки не с того места, и сейчас не та обстановка, и все такое прочее. То есть здесь вот это вот, вот это вот спич, он может быть разным у каждого. То есть будьте к этому готовы и не позволяйте. Здесь должно быть просто доверие своему внутреннему ощущению. И все. Вполне возможно, кого-то будут приглашать куда-то, но это будет идти вразрез с вашим планом. То есть вы как будто бы желаете одного, идти по этому импульсу, да, как бы реализовывать себя, а здесь вас приглашают, там, я не знаю, в гости, в поездку, там, на курорт, еще куда-то, что противоречит вашим планам. И здесь нужно отложить эту поездку, сказать нет, не сейчас, и поставить в приоритет свои намеченные какие-то вот эти вот цели, которые идут из импульса. Если вы поставите поездку в приоритет своим как бы импульсом, куда ничего от меня не убежит, ничего от меня там не скроется, то в принципе здесь будет несколько другой результат от этого выбора, который вы сделаете. Появится человек, опять-таки, здесь могут быть разные люди, может быть, это про одного человека, который будет вам рассказывать, что он действует из благих намерений к вам. Опять-таки, здесь подмена понятий, здесь желание манипулировать и понимание того, что вы каким-то образом выбились из привычного ритма, который привычен вот этому человеку. То есть вы как-то выскочили из этого стойла и вдруг забрыкались, да, и этому человеку нужно вас вернуть в прежнее состояние. И именно этим будет продиктовано
его вот эта вот некая такая любвеобильность какая-то, изливающаяся в словах, заботливость поверхностная и все такое прочее. То есть здесь нужно действительно отдавать себе отчет, чем продиктована вот эта вот жабота, да, жабота, чем продиктована. Какие рекомендации дают на, в общем-то, июль? Но здесь следовать своему импульсу, уходить от вранья, манипуляций и не идти на поводу у этих манипуляций. Здесь как будто бы человек, может быть, это вы, да, может быть, это ваш ум, который будет говорить вам о неких материальных выгодах, что ты там потратишь на то, ты там потратишь на это, хотя здесь нет каких-либо таких, во всяком случае, кардинальных затрат, но тем не менее здесь будут подкидывать то, что вы будете на что-то тратиться там, да, потратите зря время. И вот от этого нужно отходить. Нужно просто следовать тому импульсу, который у вас возникает. Ни больше, ни меньше. Но в отличие от июня, июль очень удивил меня в вашем как бы прогнозе, в вашем раскладе, потому что это действительно некий такой дар для вас, чтобы вы смогли как-то выскочить из неких тяжелых таких энергий, программ. Используйте это ваш ключ, это дар, используйте. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.